Появление черного риса относит нас на 10 тысяч лет назад, во времена Древнего Китая. Тогда черный рис называли рисом императора, потому что только состоятельные люди могли себе его позволить. Антиоксиданты, витамины, удвоенное по сравнению с обычным рисом содержание белка сделали сорт настоящим деликатесом. Ну а переменчивую урожайность, которая в один год и сегодня может составить всего 10% от других сортов риса, лишь добавила ценности и оправдала второе название сорта – запретный рис. В наше время попробовать черный рис значительно проще. Для этого не нужна машина времени или принадлежность к императорской семье. Деньги. Нужны только они. На полках Японии стоимость 150 грамм черного риса начинается от приблизительно 230 рублей. Если бы вы захотели купить 1 килограмм, чек бы вышел на 1500. Что уж говорить, гарнир из одного только этого сорта получится явно королевским. Однако инструкция на обороте рекомендует смешивать 10-20 грамм черного риса с сортом попроще и подешевле. Рис принято называть темным, хотя на самом деле его оттенок ближе к темно-пурпурному или же насыщенно-фиолетовому. И получился он благодаря природному красителю антоциану. Ежевика, антоциан, черника, виноград конкорд, ягода асаи – все они такого оттенка из-за антоциана. И именно благодаря ему все продукты, чей цвет ближе к черному, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В общем, полезно. Так одни используют в фармакологии, как, например, экстракт черники, а другие в производстве косметики, как, например, экстракт черного риса Ariza Sativa Rice Extract. Последний крайне интересен, потому что содержит аминокислоты, пептиды, липиды, углеводы, протеины. Согласно сайтам по разбору компонентов, тем сайтам, которым можно доверять, он не аллергичен, не токсичен и никак не способствует развитию каких-либо кожных реакций. То есть этот компонент безопасен. Долгое время визуализацией безопасного или скорее правильного ухода за кожей считалась 10-ступенчатая корейская система, включающая в себя очищение гидрофильным маслом, очищение пенкой, эксфолиацию, тоник или тонер, эссенцию и серум, sheet mask, крем для глаз, крем для лица, защиту от солнца или же ночной крем. О том, чем тоник отличается от тонера, а эссенция от серума, почему при нанесении появляется липкость и зачем наслаивать одно средство на другое, расскажу на примере корейской линейки Haru Haru Wanda с черным рисом. Давайте представим, что все средства, которые есть у нас в уходе, в нашем арсенале, все баночки, это наш шкаф с одеждой. В шкафу есть несколько элементов одежды, которые мы комбинируем в зависимости от сезона. Вот то же самое и с косметикой. Чем холоднее, тем больше будет у нас в уходе за кожей слоев, и тем плотнее будут текстуры, насыщеннее. Чем жарче, тем легче будут текстуры и меньше средств в уходе. Самая популярная проблема зимой – это сухой воздух, из-за которого кожа теряет большое количество влаги. Эту влагу нам надо компенсировать. И компенсировать мы будем косметикой. Зимой мы надеваем белье, термобелье, штаны, кофту и, наконец, куртку. То же самое происходит и в домашнем исходе, когда мы наслаиваем несколько средств. Первого этапа нам нужны средства, которые по текстуре как вода. Лосьоны, тоники, тонеры. Ищите маркировки Hydrate, Moisture, Hyaluronic Acid, гиалуроновая кислота, увлажняющие. На первых местах состава таких средств стоят слова бутиленгликоль, пропандиол, гиалуроновая кислота, глицерин и так далее. Эти компоненты сами содержат воду и могут проводить ее с поверхности кожи вглубь. Иными словами, подобные средства можно наносить на влажную кожу для того, чтобы большее количество влаги проникло в кожу. Можно использовать ватный диск, а можно просто вылить небольшое количество увлажняющего тоника в руки и умыться. Это средство наша влага. Ну, давайте условно назовем это нижним бельем. Продукты с названием эссенция, эмульсия, серум, сыворотка, ампула также подойдут для напитки кожи влагой. Главная разница между тониками, тонерами и лосьонами, и серумами, эмульсиями, ампулами и так далее в том, что во-вторых, в составе вторых содержится меньшее количество воды. Все еще достаточно для того, чтобы наполнить нашу кожу влагой, но просто при сравнении здесь воды будет чуть меньше. Если нанести на руку, то вы увидите, что оно стекает по руке все так же быстро, но уже чуть медленнее. Почему?
потому что в ее состав добавлены увлажняющие компоненты, которые уже сами по себе не только могут проводить влагу в кожу, но и достаточно хорошо увлажнять. То есть так увлажнять, чтобы после иногда даже не хотелось наносить увлажняющий крем, например, для обладательниц жирной или комбинированной кожи. Для напитки кожи влагой действительно можно наслоить. Сначала нанести увлажняющий тоник, а уже потом увлажняющую, например, сыворотку. Но поскольку функции этих двух средств похожи, я бы рекомендовала все-таки одно из них вычеркнуть. Если вы чувствуете, что Т-зона сухая, а остальные как будто бы жирные, тон ложится проплешинами и через время на коже собирается хлопьями, ощущение сухости и стянутости не уходит даже после того, как вы нанесли увлажняющий крем, видны шелушения, попробуйте наслоить увлажнение. Наносим небольшое количество увлажняющего тоника на влажную кожу. Следом наносим увлажняющую сыворотку. Ждем 40-60 секунд, пока средство впитается, и закрываем кремом. Итак, мы напитали кожу влагой одним средством или же двумя. Теперь нам надо эту влагу в коже закрыть. То есть на нас уже надето белье, теперь нам надо переходить к термобелью, к чему-то потеплее. И для того, чтобы закрыть влагу в коже, подойдет увлажняющий крем, тот, который вы уже подобрали под свой тип кожи. Однако самыми лучшими кремами, которые могут закрыть влагу в коже, являются те, у которых на первых местах состава идут запирающие, видите, они даже называются похоже, запирающие компоненты. Это масла и силиконы. Также можно выбрать кремы, на первых местах состава которых идут компоненты-аналоги нашего защитного барьера кожи. Это схвалан, церамиды и токоферол. Этот крем по текстуре и составу стандартный. Не жирный, не плотный, для нормальной жирной кожи подойдет. Есть софлоровое масло и масло вечерней примулы. Оба не являются комедогенами, а это значит, что с большой долей вероятностью никаких кожных реакций этот крем не вызовет даже на жирной коже. По крайней мере, у меня, у обладательницы жирной кожи, тест полной банки прошел без сюрпризов. Крем приятно ощущается, отлично увлажняет, имеет легкий аромат лаванды. Кстати, довольно быстро впитывается в кожу. Скорее всего, сухой коже такого крема будет недостаточно, потому что сухая кожа – это недостаток жиров. И вот здесь есть небольшой фокус для того, чтобы эти жиры компенсировать и сделать любой увлажняющий крем более питательным и насыщенным. Если, к примеру, вы купили крем, после нанесения которого как будто бы сухость никуда не уходила и ощущение, будто бы вы ничего не наносили на лицо, попробуйте добавить в свой увлажняющий крем несколько капель масла. Можно взять обычное оливковое, но у меня специальные масла для лица. Здесь целый букет. Перед тем, как использовать, просмотрела все масла, поняла, что они для моей кожи в целом подходят. И зимой, для того, чтобы сделать крем более насыщенным, я добавляла несколько капель в крем, замешивала и наносила на лицо. Благодаря этому влага в коже отлично закрывалась и в целом лицо получало хорошее увлажнение. Обладателям комбинированной, нормальной, жирной кожи такой фокус можно проделывать зимой, а вот сухой коже можно круглый год развлекаться. Кстати, эти масла подойдут также и для массажа лица, и просто для релаксации, потому что пахнут они обалденно. Если вы хотите подобрать какое-то одно для своего типа кожи, вот вам на экране таблица. Помните, что масла должны быть не эфирными. Здесь надо понять важное. Все средства мы наносим на кожу по порядку текстур, начиная от самых легких, заканчивая самыми плотными. Именно поэтому у нас сначала идут водянистые тоники, потом уже более плотные сыворотки, серумы, ампулы, только потом увлажняющий крем, он может быть смешан с маслами, или же увлажняющий крем и потом масло. Если вы захотите нанести, например, увлажняющий тоник на увлажняющий крем, это будет то же самое, что надевать майку поверх куртки. Весной становится жарче, и мы меняем одежду на более легкую. Например, на юбки с колготками легкие и на легкую куртку. Сравнение ухода с курткой мне кажется очень удачной, потому что зимой мы используем пуховик, а в уходе за кожей насыщенный жирный крем, который хорошо питает кожу. Весной все так же используем куртку, но уже более легкую. Иными словами, выбираем увлажняющий крем более легкий по текстуре. Летом нам хочется всего максимально легкого, уж дай бог, надеть нижнее белье. Именно поэтому
мы используем легкие текстуры. Жирной комбинированной кожи вполне может хватить сыворотки плюс солнцезащитный крем или только солнцезащитного крема, потому что в современных есть уже опция увлажнения. Сухой коже, да, возможно, стоит наносить сыворотку или же увлажняющий крем и только потом солнцезащитный крем. Но количество средств в уходе определяете только вы. Вот комфортно вам так ходить? Хорошо, используйте 3 средства. Некомфортно? Хорошо, используйте 2. Мне лишь кажется очень правильным тенденция мирового сообщества идти в сторону минимализации ухода, когда у вас на полках становится меньше средств, но вы понимаете, что это за средство и для чего я его использую. Меньше, но эффективнее. Вся корейская система ухода, вот эта вот 10-ступенчатая, никогда не имела смысла. Вы фактически один за другим используете средства одинакового функционала. Это то же самое, что надевать одну майку, потом другую майку, потом третью майку. Фактически, конечно, это может вам дать какое-то тепло, но куда логичнее взять одно средство, которое как майка, и второе средство, которое будет как элемент одежды, более теплый. Осенью, когда приходит время утепляться, мы снова переходим с легких текстур на более плотные. Можем вводить большее количество средств и выбирать уже более насыщенный по составу увлажняющий крем. Разумеется, ни одну линейку очищающих средств нельзя оставлять без очищающего средства. И в Haru Wanda с черным рисом это средство есть, и оно уже стало моим любимым. Мягкий паф в составе, и вообще весь состав короткий, так что не надо быть косметическими химиками для того, чтобы понять, ой, оно мне подойдет или не подойдет. Текстура гелевая, скользит по лицу, не травмируя кожу. Комфортный уровень pH, так что обладательницам любого типа кожи будет приятно его использовать, потому что после применения чувствуете ощущение увлажнения. И при всем при том, что средство такое мягкое, такое деликатное, оно отлично растворяет макияж и солнцезащитные продукты, удаляет пыль, пот, грязь и другие загрязнения. Кстати, это единственный продукт всей линейки, в котором не содержится парфюмерных отдушек и лавандовых производных. Именно поэтому, если у вас чувствительная кожа, вы можете попробовать это средство. Линейка от Haru Wanda с черным рисом идеально подходит под эту тему. Здесь нет ничего лишнего, просто купил и используешь, комбинируешь в разные сезоны. Все, думать ни о чем не надо, только докупить солнцезащитный крем.